Здравствуйте. Мы с вами продолжаем в нашем курсе психологии обсуждать культурно-историческую теорию развития психики. Я уже говорила о том, что это действительно такое доминирующее представление в нашей отечественной психологии. До сих пор это имеет место. Это действительно очень значимое направление в психологии и в рамках мировой психологии. И, наверное, можно здесь отметить то, что в общем-то, когда вышли основные, так сказать, произведения Выгодского, то, в общем-то, они, особенно в 60-е, 70-е годы, были действительно замечены, да, западными психологами и немедленно были переведены на все основные европейские языки. И почему это было? Да, вот, потому что действительно психология к середине XX века осознала то, что культурный фактор в развитии человека очень важен. Она осознала, что действительно очень важно учитывать и какие-то исторические реалии развития. Да? Ведь мы с вами понимаем, да, что за как бы первую половину XX века у нас было две мировые войны. И вот как бы существенно менялась, да, вообще вся такая вот культурно-историческая обстановка развития. И действительно вот здесь представления Выгодского, которые были выдвинуты и опубликованы еще в 20-е 30-е годы, да, в первые послереволюционные годы, они оказались очень актуальными. Ну и, безусловно, в нашей стране как бы продолжалось развитие этих взглядов, и мы об этом будем говорить. Вот наша с вами нынешняя тема, она будет связана с тем, что мы, показав, да, на предыдущем занятии то, что действительно вот очень важно учитывать культурно-историческое лицо каждого возраста, да, его, так сказать, содержательное наполнение, мы с вами давайте попробуем сейчас ввести некоторые понятия, связанные с такой категорией, как возраст, как понимается эта категория в культурно-исторической теории. И давайте попробуем остановиться на тех представлениях, которые будут связаны с вот таким понятием, как ведущая деятельность. И это нам тоже очень важно. Для чего? Для того, чтобы лучше понимать то, какие проблемы, какие вопросы, да, актуальны для того или иного возраста, да, какие находятся вот в этой самой зоне ближайшего развития. И это, опять же, очень важно для того, чтобы лучше устанавливать контакт, диалог с человеком того или иного возраста, да, и вот действительно лучше чувствовать вот эту зону ближайшего развития, которая очень важна для, так сказать, организации, для установления качественного, глубокого общения. Итак, вот как Выгодский понимал возраст. Я уже говорила о том, что для него это некоторый, так сказать, относительно замкнутый цикл развития, внутри которого человек решает те или иные задачи. Значит, вот при этом, так сказать, психика развивается. Важно то, что в представлениях школы Выгодского, так же, как и в представлениях целого ряда других, так сказать, психологических школ, в частности, западных школ, которые занимались проблемами развития, представляется такая, так сказать, концепция, да, как бы такая модель развития, которую можно назвать ступенчатой. Значит, речь идет о том, что вот у человека чередуются некоторые такие возрасты относительно стабильного развития, да, как бы такого количественного накопления, так сказать, небольших каких-то вот приращений вот этого развития. Да? И, так сказать, это развитие подходит к тому, что начинает как бы происходить некоторый такой качественный скачок. Безусловно, для, так сказать, Выгодского и его школы, да, очень важным было то, что в рамках классической немецкой философии, которая, в общем-то, ассимилируется марксизмом, да, своеобразно. И в связи с этим Выгодский как раз говорит о том, что значит, возрасты можно подразделить на две основные категории. Значит, во-первых, это то, что он назвал
так называемый стабильный возраст или литический возраст. Значит, стабильный возраст – это действительно возраст, так сказать, относительно медленного накопления, да, каких-то количественных приростов, да, в развитии. Этот возраст, как бы, да, стабильный возраст, он имеет относительно вот большую протяженность. Ну, к примеру, да, примером может служить, скажем, дошкольный возраст, который обычно психологи исчисляют цифрами где-то с 3 до 6-7 лет. То есть это где-то 3-4 года, когда ребенок развивается, так сказать, да, вот решая какие-то определенные задачи в своем развитии. И вторая категория возраста, да, это возраст кризисный или критический, когда мы видим, что за небольшой, так сказать, относительно небольшой промежуток времени наблюдаются резкие психологические изменения. Опять же, наверное, хорошими примерами может служить что здесь, да, вот, скажем, кризис 3 лет, да, вот довольно ярко он, как правило, протекает, и, как правило, родители, так сказать, его замечают, его трудно не заметить. То есть ребенок становится, как правило, не всегда, да, но, как правило, таким непослушным, упрямым, настаивающим на своем, таким немножко негативистом. Нередко ребенок начинает, так сказать, вот как бы обесценивать родителей, чуть ли не обзывать иногда родителей и так далее, да. Скажем, пойдем гулять, не пойду, одень это, не одену, там, и так далее, и так далее. Вот такое настаивание на своем, вот это вот я сам. И нередко, в общем-то, картина такова, что такое впечатление, что ребенок просто встал не с той ноги нынче утром, а вчера он был одним, сегодня он как бы другой. То есть вот это вот такая вот типичная картина наступления кризиса. И Выгодский говорит, что, как правило, вот этот вот кризисный период длится, ну, порядка 1 года, иногда больше. И более того, по мнению Выгодского, здесь как бы есть что обсуждать и над чем подумать, да, по мнению Выгодского, очень хорошо, когда кризисы проходят активно, когда ребенок активно сопротивляется, когда он активный негативист, такой активно настаивает на своем. Для Выгодского это что? Во-первых, это свидетельство развития. Во-вторых, вот для него это, так сказать, такая закономерная картина, которая возникает следующим образом. Вот если брать в качестве примера тот же кризис 3 лет, то вот получается картина следующая. Значит, ребенок рос, так сказать, с года до 3 и овладевал, так сказать, самой разнообразной премудростью, да, в виде там чашек, ложек, так сказать, тарелок, вилок, застежек, всего, что связано, так сказать, вот с навыками самообслуживания, так называемого. Он уже чувствует, что он довольно взрослый, что он уже многое умеет, и он вообще-то хотел бы вот занять некоторое, так сказать, более существенное, более взрослое, как бы, да, место среди взрослых, да, в, так сказать, той жизни, которую он ведет, в частности, вот в семейной, так сказать, среде, да, вот, в которой он развивается. Но взрослые, как правило, относятся к ребенку как к маленькому, и нередко они опасаются того, как бы что ни вышло, да, с какими-нибудь там режущими, колющими там, да, ножами, вилками, допустим, или с какими-нибудь, так сказать, электрическими приборами, или еще с какими-нибудь приборами, таящими потенциальную опасность. И они, так сказать, вот как бы ребенка так осаживают, пытаются, да, так сказать, вот как бы говорить о том, ты еще маленький, тебе это еще нельзя, и так далее, да, и у ребенка начинается вот этот вот внутренний протест, когда он хочет заявить о себе как об относительно взрослом. Аналогичная картина, она происходит и в подростковом возрасте, и вот мы с вами, так сказать, уже в дальнейшем нашем, так сказать, курсе, да, когда перейдем к возрастно-психологическим проблемам взрослых, мы будем говорить о том, что существуют кризисы взрослости. Это дискутируемая, так сказать, тема, но тем не менее вот это как бы получает, да, в значительной степени такое подтверждение. И вот что, наверное, важно еще отметить. Да? Значит, вот есть 2 основных вида возрастов, да, так сказать, стабильный или литический и возраст критический. Значит, вот по мнению Выгодского, действительно хорошо, когда кризис проходит активно. Почему? Потому что это сулит дальнейшее, по мнению Выгодского, благополучное развитие.
Здесь на самом деле есть, так сказать, о чем подумать, да, и родителям, и воспитателям, и педагогам, учителям, да. Почему? Потому что, вообще-то говоря, да, если вот окружающая среда как бы тонко и тактично реагирует на взросление, так сказать, ребенка, подростка, да, и как бы дает ему новые полномочия, да, вот в рамках разумного, да, то действительно вот протекание кризиса в значительной степени можно сгладить. Вот здесь, так сказать, это место для, так сказать, дискуссий между психологами и педагогами, и воспитателями, и родителями, потому что в значительной степени можно сгладить проявление кризиса, тогда будет просто вот расширение полномочий, да, как бы расширение возможностей вот этого ребенка, когда надо как бы не завоевать вот какую-то новую свою самостоятельность, да, а показать, вот что на новом уровне этот ребенок или подросток как бы может, да, что можно ему доверить, так сказать, справляется, не справляется и так далее. Да. То есть здесь вот это действительно такой вот, так сказать, дискутируемый вопрос. Важно то, что Выгодский говорит, что конкретное, так сказать, лицо, да, конкретное содержательное наполнение возраста, оно зависит от трех групп факторов. Значит, вот, во-первых, да, это то, что касается так называемых вот биологических, да, факторов, или Выгодский это называет натуральные психические функции. То есть ребенок рождается с определенными, так сказать, уже психическими процессами, да, у него есть там зрительное, слуховое восприятие, обоняние, осязание, так сказать, вот какие-то рефлексы, вот это вся биологическая, так сказать, машинерия, да, которая ребенку дана при рождении, да, если он, так сказать, нормально развивался. И, кроме того, есть, безусловно, вот эти биологические факторы, которые ведут его к взрослению, к наступлению в свое время половой зрелости, там, к, так сказать, созреванию, да, к старению в свое время и так далее. То есть это вот как бы один фактор. Второй фактор, очень важный, да, это фактор условий жизни, обучения и воспитания. Это как раз фактор социальный. И школа Выгодского ставит очень существенный акцент именно вот на этом факторе. Недаром школа получила название культурно-историческая. То есть вот эта вот среда, значит, условия, так сказать, жизни, обучения и воспитания действительно в значительной степени формируют человеческую психику, придают ей именно вот человеческое измерение. Почему? Потому что вот в частности, да, школа Выгодского, она всячески акцентирует наше внимание на таких крайних случаях изоляции ребенка от человеческого общества, да, то, что называется «дети Маугли». На самом деле, по сравнению с тем, что описано у Киплинга, «Дети Маугли» — это очень страшное зрелище, очень, так сказать, вот такое драматическое, трагичное зрелище. Почему? Потому что если ребенок действительно воспитан животными, то он перемещается на четвереньках, он не владеет руками, так как это, так сказать, делает человек, он пользуется, так сказать, для хватания ртом. И, в общем-то, вот чем дольше вот этот ребенок Маугли находится вне человеческого общества, тем вот проблематичнее вернуть этого ребенка в человеческое общество. В частности, если ребенок за пределами человеческого общества провел так примерно лет 5-8, да, то есть уже добрался до того возраста, который мы называем младшим школьным, то, скорее всего, он никогда не сможет говорить. Почему? Потому что вот это у нас еще впереди будет, так сказать, это обсуждение. Да? Существует такая, так сказать, категория, как сенситивный период развития, да, или период особой чувствительности к определенным видам развития. И здесь очень важно, чтобы этот период был обеспечен соответствующим опытом, то есть условиями жизни, обучения и воспитания. Итак, значит, вот это вот очень важно. Да? И мы с вами дальше будем говорить о том, что акцент вот на этом средовом факторе, да, культурном факторе, он и, в частности, проявляет себя в той идее Выгодского, да, что вот обучение играет ведущую роль в развитии, и, в общем-то, обучение должно идти впереди развития и подтягивать его к себе. Этот принцип очень важен, на самом деле, для организации школьного обучения. Это надо себе представлять.
Вот третий фактор, о котором, так сказать, пишет Выгодский, да, это фактор как раз именно культурно-исторический, тот, о котором мы говорили в конце предыдущего занятия. То есть каждый возраст имеет культурно-историческое происхождение и культурно-историческое наполнение, да, содержательное культурно-историческое наполнение. Вот, в частности, мы приводили вот этот пример младшего школьного возраста, который нельзя было бы назвать младший школьный возраст. Почему? Скажем, если мы говорим о средневековой, так сказать, да, исторической эпохе. Почему? Потому что тогда не было, так сказать, обязательного школьного образования для всех детей. Не было еще пока классно-урочной, так сказать, системы обучения в школе. И, в общем, так сказать, вот вся организация жизни человека этого возраста, она была другая. Да? То есть вот действительно каждый возраст имеет культурно-историческое происхождение, культурно-историческую специфику. Вот. Это вот как бы три очень важные фактора, которые определяют лицо возраста. Да? Лицо возраста и какие-то индивидуально-психологические особенности данного конкретного человека. Да? Ну, скажем, человека, который вырос в условиях какой-то, так сказать, достаточно ограниченной социальной среды, например. Да? Это, безусловно, отпечатается на его, так сказать, психическом облике. И вот нам с вами нужно еще разобрать такую, так сказать, категорию, как социальная ситуация развития и новообразование. Да? Вот поскольку действительно мы с вами видим, что культурно-историческая теория Выгодского является весьма и весьма такой вот социально ориентированной, то действительно, значит, выделяется здесь такое понятие, как социальная ситуация развития. И понятие, которое называется ведущая деятельность. Что такое социальная ситуация развития? Это как бы вот совсем просто говоря, да, это положение ребенка данного конкретного возраста в системе социальных отношений в данной конкретной культуре. Вот. Давайте приведем некоторые примеры. Вот, скажем, мы с вами переходим из дошкольного возраста в младшешкольный. Как меняется социальная ситуация развития? Уже, так сказать, вот требования, устоявшиеся требования общества, они что требуют? Да? Они, так сказать, что в себе заключают? Ребенок готовится к тому, чтобы поступить в школу. При этом, как мы видим, да, реорганизуется его быт, реорганизуется пространство его жизни, и у него появляется довольно много совершенно новых предметов, которые, так сказать, характерны для вот той деятельности, учебной деятельности, к которой его готовят. В частности, с чем это связано? Да? Все, наверное, так сказать, представляют себе вот эту, так сказать, ситуацию, да? Но давайте ее проговорим. Значит, вот ребенок дошкольного возраста, он либо посещает дошкольное учреждение, либо он, так сказать, вот воспитывается в семье, и у него, так сказать, обычно доминирует такая деятельность, как игра. То есть ребенок играет, ребенок там, не знаю, слушает сказки, ребенок ведет, в общем-то, достаточно свободный образ жизни. И при подготовке к школе что происходит? Да, так сказать, в пространстве жизни ребенка появляется обязательно какой-то предмет типа письменный стол или парта, да, или что-то еще, так сказать, зачем можно сидеть, заниматься. Ему покупаются всевозможные школьные принадлежности, как то там, не знаю, рюкзаки, портфели, ранцы, сумки, учебники, тетрадки, ручки, карандаши, фломастеры, пеналы и так далее, и так далее. Да? И у него при поступлении в школу то полностью меняется жизненный уклад. Он живет по как бы расписанию школы, он посещает уроки. В его жизни появляется совершенно новая фигура, да? Как вот психологи подчеркивают, первая социально, так сказать, социальная фигура, которая несет в себе очень, так сказать, серьезный такой потенциал. Да, это учитель. Учитель представляет как бы вот требования общества к ученику. Да, он уже становится, он приобретает определенную социальную роль. Он уже не просто как бы, да,
Вася, Петя, Даша, да, так сказать, которые там играют там где-то там во дворе или дома, или что-то рисуют, или, так сказать, вот идут на какие-то, так сказать, мероприятия, там, не знаю, в театр, в зоопарк, в парк и так далее. Вот, но он уже, так сказать, вот, имеет какие-то обязанности, какие-то права, да, и у него совершенно другой получается уже жизненный уклад. То есть это вот то, что касается социальной ситуации развития. И социальная ситуация развития очень тесно связана с тем, что Выгодский определил как ведущую деятельность. Понятное дело, что понимание, что есть ведущая деятельность для того или иного возраста, тесно связано с тем, как данная культура в лице, скажем, ее педагогов и психологов, да, как она понимает то, что, собственно, происходит в развитии в данный конкретный период времени, в данном конкретном возрасте. И вот ведущая деятельность, да, она, так сказать, связана с чем? Да? Это та деятельность, тот вид деятельности, внутри которого, по мнению Выгодского, происходят наиболее важные сдвиги в развитии, наиболее важные так называемые новообразования, да, в, так сказать, развитии человека. То есть то новое, что мы, так сказать, имеем в данном конкретном возрасте. И вот очень важный момент, который также нас отсылает, так сказать, к классической там, немецкой философии, в частности, да, это то, что для того, чтобы понять развитие, механизмы развития, а мы с вами начали уже говорить с того, о культурно-исторической теории, да, что любая теория должна быть теорией развития. Так вот, необходимо, конечно, в каждой теории развития необходимо выделить какие-то движущие силы развития и какие-то основные, так сказать, вот, механизмы развития. Значит, вот в данном случае речь идет о чем? О том, что Выгодский пытался найти некоторые противоречия в развитии, которые станут движущей силой развития. Ну, во-первых, для всей школы Выгодского и для, так сказать, самого Выгодского, и для его, в частности, сподвижника и в какой-то степени ученика Даниила Борисовича Ильконина, в общем-то, вот сквозной такой движущей силой развития является то, что каждый ребенок стремится стать социально полезным взрослым. То есть вот это социальная природа человека, которая является социальной с самого начала, так сказать, с самого рождения. И говоря, так сказать, словами другого, так сказать, психолога, который очень близок на самом деле был к советской, так сказать, психологической школе, это французский психолог Анри Валлон, он говорил о том, что социальное как бы перехватывает эстафету, да, перехватывает первенство у биологического фактора, как только ребенок рождается. Почему? Потому что в норме за ребенком сразу начинают ухаживать, за ним сразу начинают заботиться, его сразу начинают чему-то, так сказать, вот новому для него, так сказать, учить, что-то новое показывать, да, какие-то там погремушки, какие-то там, я не знаю, игрушки, да, вот которыми, так сказать, его пытаются увлечь, чтобы он уже начинал, собственно говоря, да, говоря языком Выгодского, осваивать, так сказать, орудия данной конкретной культуры, да, ее образы, ее символы, ее какие-то орудия, да, ее навыки и так далее. И вот значит, вот эта вот сквозная движущая сила развития, стремление ребенка стать социально полезным взрослым, это на самом деле достаточно специфично именно для отечественной психологической школы. Почему? Потому что если мы вспомним с вами уже нами изученные, да, скажем, психодинамический подход или гуманистический подход, то мы увидим, что движущие силы понимаются по-другому. То есть, скажем, для психодинамического подхода речь идет о том, что человек стремится к удовлетворению своих инстинктивных потребностей. Он стремится к тому, чтобы вот у него наросло напряжение, так сказать, от того, что у него обострились какие-то там потребности, связанные с инстинктом жизни. Да? И он должен их каким-то образом удовлетворить. Он должен найти в обществе, так сказать, те возможности, чтобы он удовлетворил свои
так сказать, внутренние вот эти потребностные состояния, и тогда человек приходит в состояние разрядки вот этого, так сказать, напряжения, и, так сказать, собственно говоря, он успокаивается. Вот человек идет, так сказать, да, в своем развитии, согласно психодинамическому подходу, вот от одного удовлетворения потребности к другому. Вот это как бы во главу угла ставится. Скажем, если говорить о гуманистической психологии, то здесь речь идет о самоактуализации. То есть человек стремится к тому, чтобы найти свое, так сказать, какое-то уникальное, так сказать, да, жизненное призвание и его реализовать, да, на самом деле противоположный, так сказать, совершенно, да, по отношению к психодинамическому подходу образ, да, как бы вот все выше, 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 так сказать, движение человека к совершенству, к самоактуализации, к реализации своего потенциала. В данном случае идет акцент и привязка к тому, что именно нужно, чтобы был социально полезный взрослый. И к этому стремится каждый человек вот в своем существе, по мнению школы Выготского. И при этом сам механизм развития, он связан с чем? Он связан с тем, что Выготский выделяет основные сферы развития и говорит о том, что имеется некая такая диалектическая, так сказать, динамика, да, чередования вот этих сфер. В частности, те сферы, которые он выделяет, это то, что он назвал таким немножко философским языком интеллект, и то, что он назвал аффект. Да? Более современным психологическим языком это будет познавательная сфера или интеллектуальная сфера, да? И сфера, связанная с эмоционально-личностными такими процессами. И вот Даниил Борисович Ильконин, которого я уже упомянула, он дает этим сферам такое, так сказать, еще более, так сказать, психологически технологическое название. То, что Выготский называл интеллектом, значит, Ильконин называет операционально-техническая сторона деятельности, то есть вот эти вот интеллектуальные операции, знания, умения, навыки – это все, что связано с нашим интеллектуальным познавательным развитием. И вторая сфера – это мотивационно-потребностная сфера, которая связана с потребностями, мотивами, эмоциями, аффектами какими-то, да, которые мы переживаем. И, соответственно, вот это две сферы. Далее Выготский говорит о том, что вот для человека характерно не как бы одновременное развитие всей психики. Значит, у него есть такое сложное слово гетерохронность. По-русски это, в общем-то, означает разновременность. То есть разные сферы психики начинают доминировать в развитии в разных возрастах. И это означает следующее. Это означает, что в каждом возрасте, вот мы говорили о стабильном возрасте, да, в каждом стабильном возрасте у нас имеет место доминирование одной из сфер развития. И в результате того, что вот в этот период человек как бы дифференцирует, как бы обогащает, да, развитие этой сферы, понятное дело, так сказать, в так сказать, совместной деятельности, да, с окружающими взрослыми, как носителями культуры, значит, вот он приходит к такой ситуации, когда в его психическом, так сказать, состоянии, в его психике начинает как бы намечаться такое противоречие. Да? У него одна сфера психики, скажем, мотивационно-потребностная, развита лучше, чем другая. Например, вот эта операционально-техническая, интеллектуальная. И тогда в кризисном периоде у нас происходит переворот. То есть вот это противоречие, оно не может продолжаться до бесконечности. И как бы возникает вот, как бы вот этот вот, так сказать, вот это диалектическое противоречие, возникает некоторое, так сказать, стремление, да, к тому, чтобы вот перейти в другое состояние. И тогда в следующем стабильном возрасте мы наблюдаем то, что уже начинает доминировать та сфера, которая в предыдущем возрасте была субдоминантной. И таким образом, вот такой своеобразной спиралью это развитие идет далее. И вот давайте с вами на этом, да, закончим сегодняшнее занятие, потому что на следующем занятии я бы хотела, чтобы мы с вами разобрались с конкретными, так сказать, да, примерами, да, ведущих деятельностей, которые могут нам действительно помочь лучше вот понимать, да, каким образом и строить
общение с людьми разных возрастов, да, и как бы в рамках педагогической учебной деятельности, так сказать, могут нам дать очень много подсказок и, в общем-то, действительно являются достаточно полезными. На этом, наверное, сегодняшнее занятие мы с вами заканчиваем. Теперь вопрос.